Они говорили: «Воображай. Представляй, будто это уже случилось. Думай, как будто ты уже там». Невил Годдард, Эрнест Холмс, Луиза Хей, «Маленькая красная книжка». Все они оставили след, но у них было одно общее упущение. Они не сказали о том, что на самом деле создает твою реальность. Не мысль, не образ и даже не эмоция, а состояние. То, что ты излучаешь, когда замолкает внутренний диалог, когда все стихло, когда ты просто есть. Это видео не про манифестации. Это вход в себя настоящего. Потому что перед сном ты не думаешь. Ты становишься. А значит, создаешь. Невил Годдард говорил: «Воображение — это Бог в действии. Представь, и оно станет реальностью». Эрнест Холмс утверждал, что ты творишь мыслью. Каждая идея, в которую ты веришь, воплощается. Луиза Хей вдохновляла: «Повтори, поверь, почувствуй». Все начинается с мысли, окрашенной любовью. Они были пионерами, каждый по-своему. Они чувствовали, что за пределами слов есть сила, и пытались дотянуться до нее через образы, формулы, аффирмации. Но была одна деталь, которую они почти никогда не называли напрямую. Слово, которое объясняет все. Состояние. Они подводили к нему, но не раскрывали полностью. Не потому что скрывали, потому что язык того времени еще не умел говорить об этом. Состояние — это не настроение, не эмоция и не мысль. Это поле, волна, в которой ты находишься, еще до того, как начал что-либо представлять. И если ты перед сном представляешь счастливую картину, но находишься в тревоге, в страхе, в нужде, реальность примет не картинку, а именно это состояние. Потому что поле слышит не слова. Оно резонирует с твоей чистотой. И именно поэтому все великие учения упираются не в действия, а в то, кем ты становишься перед тем, как заснуть. Ты много раз слышал: «Думай позитивно, визуализируй, представь, что это уже с тобой». Но что происходит на самом деле? В течение дня ты входишь в стресс, тревогу, раздражение. А вечером пытаешься убедить Вселенную, что ты готов к чуду. Но поле считывает не слова. Поле считывает чистоту. Не то, что ты говоришь, а то, чем ты являешься. Представь, ты просишь о любви, но излучаешь страх быть покинутым. Ты просишь о достатке, но несешь внутри напряжение, как будто не заслужил. Ты говоришь «я хочу», а излучаешь «я боюсь, что этого не будет». Но давай честно. С той же вероятностью можно бояться, что это будет. Что реальность вдруг действительно изменится. Что все случится, и тебе придется быть настоящим. Без оправданий, без защиты, без привычной боли. Многие боятся не провала, а именно того, что получится. Потому что тогда больше нельзя будет прятаться. Тогда ты уже другой. Тогда начинается новая жизнь. А новая жизнь всегда немного пугает. Поэтому ты стоишь у границы и как будто зовешь, но глубоко внутри тихо просишь: пусть оно не придет слишком быстро. Вот почему все зависит не от мысли, а от состояния, от того, насколько ты готов быть тем, кто уже живет этой новой жизнью. От того, насколько ты готов быть тем, кто уже живет этой новой жизнью.
Но как быть готовым? Что вообще значит «готов»? Разве ты когда-нибудь был полностью готов к самым важным встречам своей жизни? К любви, к переменам, к тому моменту, когда вдруг все меняется? Готовность — это не план, не чек-лист, не идеальное внутреннее состояние. Это доверие, способность шагнуть, даже если внутри дрожь, спокойно дышать, даже если все незнакомо, не бежать и не отказываться, а просто быть. Быть в этом моменте, быть в себе, быть, как будто ты уже дома. И Вселенная не наказывает тебя, она просто отражает. Мир вокруг тебя не судья, это зеркало, и оно показывает не то, что ты заказал, а то, кем ты был, когда заказывал. Ты можешь годами читать правильные книги, медитировать, повторять фразы, визуализировать, как будто это уже случилось. Но почему все остается на месте? Потому что работает не то, что ты думаешь, а то, что ты излучаешь. Не то, что ты представляешь, а то, в каком состоянии ты входишь в это представление. Это как радио. Ты можешь крутить ручку и говорить: «Я хочу услышать музыку», но пока не настроен на частоту, ты слышишь только шум. То же и с твоим желанием. Ты говоришь: «Я хочу быть богатым», а тело живет в вибрации нехватки. Ты мечтаешь о любви, но внутри излучаешь страх, что тебя не примут. И Вселенная слышит не слова, а вибрацию. Состояние — это язык, на котором разговаривает с тобой реальность. Ум нам часто врет. Он может говорить: «Я спокоен», а тело сжато. Он говорит: «Я уверен», а внутри тревога, напряжение, суета. Поэтому вместо того, чтобы думать, в каком ты состоянии, прислушайся к телу. Где сжато? Где замирает дыхание? Где прячется тревога? А теперь почувствуй, где появляется предвкушение, где вдохновение, где теплое, мягкое спокойствие, в котором ты не нуждаешься ни в чем. Это не умственная игра, это настройка инструмента. Ты сам, как музыкальный инструмент. И твоя чистота — это то, что звучит в пространстве, когда ты перестаешь играть роли. А еще у многих из нас случается нечто удивительное по ночам или когда мы просто отдыхаем от мыслей. Ты почти ничего не видишь из того, что приходит во снах или инсайтах, и это нормально. Кто-то ярко видит образ, кто-то только чувствует эмоцию. Иногда вдруг вот-то решение, и оно на поверхности мозга. Это не магия, это инсайт, взгляд, что проскочил мимо ума, когда нет страха и контроля. В исследованиях подтверждают, после расслабления ума идеи приходят легче. А самое продуктивное время – переход между сном и днем, когда память и бессознательное соединяются. В исследованиях подтверждается, когда ум расслабляется, например, во время прогулки, душа или на границе сна, идеи и инсайты приходят значительно легче. Переходное состояние между бодрствованием и сном, так называемый гипногогический момент, особенно творческий. В этот момент мозг, тело и сердце синхронизируются, что делает нас восприимчивыми к озарениям. Это работает не только для ученых, а для каждого из нас. И это не визуализация. Не нужно строить яркие картинки вперед. Достаточно просто углубиться в состояние тишины и доверия, и информация найдет тебя сама. Пример. Утро. Ты просыпаешься и вдруг вспоминаешь вчерашнее. Я хотел решить проблему, ушел спать, а во сне пришел ответ. Это не случайность. Это работа поля.
не визуализировать, а пропустить через себя. Этот момент — окно. Если ты в нем останешься, не создашь идею, ты позволишь ей прийти. И когда ум утихнет, зазвучит тишина мира, и внутри часто рождаются ответы. Вот эти тихие ответы внутри — это и есть сигнал того, что твой ум сливается с полем. А ночью, когда ум замолкает, это становится особенно тонко. И сейчас я расскажу тебе, почему именно перед сном твоя настройка так важна, и как это работает в теле, мозге и биополях, и почему это ключ к твоему завтрашнему дню. Бывает ли у тебя так, что именно перед сном приходят самые странные мысли? Или наоборот, самые честные, как будто весь день ты играл чью-то роль, а ночью, когда все затихает, вдруг остаешься один на один с чем-то настоящим? Может быть, это и есть ты? Перед сном происходит то, что редко случается днем. Ты начинаешь слышать тишину под мыслями. Ты чувствуешь не то, о чем думаешь, а то, кем ты становишься. И именно здесь можно заметить. Ты не просто идешь ко сну. Ты входишь в особое состояние. Когда ты засыпаешь, ты не просто выключаешься. Ты входишь в переходное состояние, где твой мозг, тело и поле работают совсем иначе. За 30-40 минут до засыпания мозг переходит в состояние тета-активности. Это частоты 4-8 Гц. Пограничная зона между бодрствованием и сном. Но что важно, в этом состоянии ослабевает фильтр, который обычно защищает твой ум от нового. Фильтр, который говорит: «Это нереально, ты не можешь, ты — это только то, что с тобой было». Перед сном этот фильтр становится полупрозрачным, поэтому то, что ты чувствуешь в этот момент, не просто настроение. Это команда, настройка всей системы на завтрашний день. Но есть еще кое-что. Именно в это время твое биополе начинает синхронизироваться с фоновыми частотами Земли. То, что называют резонансом Шумана, почти точно совпадают с тета. Ты в резонансе с полем, которое слышит. Слышит не слова, не просьбы, а состояние, которое ты излучаешь. В общем, тебе ничего не нужно визуализировать, потому что реальность не создается из картинок. Она рождается из состояния, в котором ты находишься прямо сейчас. Ты можешь представлять миллионы, идеальные отношения, новый дом. Но если внутри ты излучаешь тревогу, нужду, ожидание, именно это становится твоей чистотой, а значит, твоим завтра. Состояние первично. Картина вторична. Не нужно рисовать новую реальность. Нужно войти в нее, как в одежду, которая уже по тебе сшита. И это не игра воображения. Это возвращение в свою ноту. Ноту, в которой ты уже в покое, уже в достатке, уже в любви, без причины. Поэтому важно не то, что ты просишь, а в какой волне ты находишься, когда засыпаешь. Именно это становится твоей линией завтрашнего дня. И сейчас я покажу тебе, как вернуться в свое состояние. Не через визуализацию, а через ощущение. Закрой глаза. Если ты еще не лежишь, устройся удобно. Почувствуй опору, спину, вес тела. Ничего не нужно делать. Только позволить себе быть. Сейчас не время мыслей, не время желаний, не время борьбы. Ты просто здесь. Ты просто есть.
Вдох без усилия. Выдох чуть длиннее. Вдох, как приход. Выдох, как отпускание. Ты не обязан ничего менять. Просто почувствуй, что в тебе звучит живым. Что не требует доказательств, слов, планов. Это и есть твоя чистота. Теперь позволь себе вспомнить не мечту, не картинку успеха, а состояние, в котором ты живой, ты цельный, ты не спешишь быть другим. Что это за состояние? Тепло, покой, свобода. Оно внутри. Оно уже звучит. И сейчас самое важное. Просто останься в нем. Ничего не представляй. Не вызывай картинки. Просто останься в этом ощущении. Это и есть запрос. Это и есть настройка. Это и есть то, что увидит завтра. И пока ты засыпаешь, не выныривай в что будет. Останься в что есть. Ты уже в своей чистоте. Ты уже услышан. И если завтра ты вдруг почувствуешь, что стало легче, что тревога ушла, что ты будто вошел в свою волну, не ищи, откуда это. Просто поблагодари себя. Потому что это ты услышал себя. В ту самую минуту, когда все замолчало.